Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вот такие мы рукодельницы. Ни одному кусочку ткани не дадим пропасть. Даже швам и обрезкам от джинсов дадим вторую жизнь. Основу сделаем из швов, а переплетать будем полосками ткани. Возьмем джинсовые швы и соединим их между собой в центре. Можно закрепить иголкой с ниткой. Определим количество полосок. Должно быть нечетное количество. У меня 17. Конец джинсовой полоски закрепим иголкой с ниткой. А затем начинаем переплетать, формируем круглое дно. Самое главное не запутаться в полосках. Когда полоска заканчивается, мы иголкой с ниткой пришиваем продолжение, следующую полоску. По мере работы у нас увеличивается расстояние между полосками основы, и можно включить еще дополнительно джинсовые шнуры. Когда дно вывязано, надо сделать стенки. Нужна основа. Можно взять пластиковое ведро. Укладываем на него наше донышко. Шнуры основы можно чем-нибудь зафиксировать, хотя бы бельевой резинкой. Продолжаем работать дальше. Старайтесь подтягивать шнуры, чтобы джинсовые полоски ложились плотнее. При желании можно добавить несколько рядов с светлыми полосками. Так мы плетем
насколько нам позволяет длина полосок основы. На следующем этапе надо как-то закрепить шнуры основы, а потом снять получившуюся корзину. Вот теперь главный вопрос. Как все закрепить? Для начала подтянем шнуры, чтобы корзинка стала более плотной. Потом возьмем горячий клей и закрепим все торчащие концы. Лишнее отрежем. Вот такие мы мастерицы. Из джинсов сплели корзинку для яиц. Шучу. Такая декоративная плетеная интерьерная корзинка может стать и местом хранения мелочей, и кашпом для цветов. В принципе, можно не вытаскивать пластиковую форму, а ставить так. Тогда коробочка будет лучше держать форму. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!